Привет, мои дорогие друзья! С вами я, Евгений. Сегодня мы с вами находимся на обзоре автомобильных ароматизаторов из Ашана. Синтетический ароматизатор, освежитель воздуха. Здесь мы с вами видим основную информацию. Вот, что ароматизатор воздуха автомобильный, гелевый, яблоко. Ашан, страна-изготовитель Китай. Был куплен со скидкой. То есть ожидать что-либо данного ароматизатора, я думаю, не стоит. Но единственное, что меня привлекло внимание, что здесь очень много, то есть много информации об отдушках, об всякой химии, то есть которые, да, меры безопасности, что не кидать в водную среду, что все это, то есть может принести вред окружающей среде, даже такое вот внимание. Такой вот дизайн, в общем, засвечивает все, ну вот, ну, вроде более-менее. Вот. Так это все, в общем, выглядит. Такая вот баночка. Стоит он был со скидкой. Ну, блин, смешные цены, реально. 30, там 40 рублей он где-то примерно стоит. Что самое интересное, смотрите, фокус-покус. Оп. Оп. То есть имеется система дозации воздуха. Ну, что самое интересное, то есть сзади как это все сделано. Как пропеллер. Очень прикольно. Я очень долго думал. В общем, интересно. Баночка. Здесь пластик. Здесь металл. Тип фольги. Ну что, давайте его откроем, понюхаем, определим, стоит ли покупать данный гелевый синтетический ароматизатор из Ашана. Вот так вот это все выглядит. Я думал, он будет зеленый, как яблочко. Странно, но он реально пахнет. Это пахнет яблоком. Если принюхаться посильнее, да, чувствуется какая-то... Его довольно-таки много. Но его нужно тестировать, то есть с ним нужно поездить хотя бы дня 2-3, ну, хотя бы неделю. И то есть понять, будет болеть голова от него или не будет болеть голова, стоит ли покупать вот эту химию. Сам, то есть дизайн, интересная штука. О, как будто как желе. Жвачка пахнет. Пахнет жвачкой, правда, яблочной. Ну, наверное, придется по вкусу. Вот. Концентрированно, если поближе понюхать. Ну, нужно тестировать и после теста, то есть уже сказать точно, стоит ли покупать, стоит ли себя отравить данным ароматизатором или нет. В общем, попробую, испытаю и скажу вам. В общем, недели 2, думаю, там 1,5 будет достаточно. Если будет вообще уж хреново мне, там голова будет тошнить, там, например, то тогда я скажу, сразу выпущу видео и скажу, чтобы, то есть, его не стоит покупать. Друзья, у нас, как всегда, то есть осень на улице. Покажи, какая у нас природа, погода. Вот такой вот у нас красно-красно-красная погода. Все, друзья. Так, мы сейчас его закроем. Вот. Выставим максимум, конечно же. Оставлю я вот сюда вот его. Блин. Что такое? Не разломать бы все. Вот так вот, наверное, поставлю. Вот. Вроде сам держится вроде довольно-таки крепко. Если что, сюда можно будет телефон свой поставить, как на подставку. Вроде держится все. Маленечко так, наверное, сделаем. Колхоз. Все. И нормально все. Ну что, друзья, ну так вот все будет. Будем тестировать, посмотрим, потом проверим, как все будет. Все, друзья, давайте пока. До следующего включения. Уже вам более основательно расскажу, как повел данный ароматизатор. Всем пока. Ну что, друзья, я протестировал данный автомобильный ароматизатор. В общем, как я и думал, как я и знал, зря выкинутые деньги. Хоть это 40 рублей. Вот, сколько там, 30 рублей я потратил. Ну, блин, такой ароматизатор, если он будет продаваться по цене 70 рублей, вы приобретете. Просто
выкинете деньги на ветер. Он абсолютно не пахнет. То есть я думал сначала, что он от холода не пахнет. Думаю, я его унес с машины, ну, поставил в коридоре дома. Сколько он стоял, вообще ни аромата, то есть ничего нет. Возможно, как-то либо с дефлектором, либо где-то тепло должно он стоять, чтобы на него прям дуло, подогревать его. Ну, блин, чистой химией вдыхать эти порывы. Даже посмотрите, сколько здесь в этой банке химеры этой химической сохранилось. В общем, только для понтов. В общем, не стоит покупать совершенно. Абсолютно не стоит. Только зря выкинете деньги ваши на ветер, как я. Не совершайте моих ошибок. Вот. Сижу дома, монтирую видео. Скучно до безумства. Скачал с торрента фильм «Последний богатырь». Вот. Ноутбук также сломал, блин. Ну, сейчас сделал. Жесткий диск слетел. Пришлось потратиться, купить жесткий диск себе. А вы чем занимаетесь в этот зимний вечер? Блин, время 5 часов. Даже на ноутбуке время неверно мне показывает, что время 11 часов. Сейчас время, если быть честным, время часов 5, наверное. Ну. Даже, блин, без Wi-Fi по проводу, по старинке все соединил. Ну, даже он рядом со мной стоит, ничего не пахнет. Но если к носу потянешь его, то он пахнет, блин, странно. В общем, не покупайте. Ну что, друзья, покупайте лучше автомобильные ароматизаторы. Этот автомобильный ароматизатор не покупайте, он совершенно не пахнет. Летом, если у вас тоже жарко, тоже его не покупайте. Не рекомендую вообще к покупке. Зря выкинутые деньги на ветер. Вот. В машине неохота было снимать. Хотя снимали. Ну, что-то лень. Как говорится, наступила великая лень. И великая зимняя лень. Хотя можно побродить по городу, по центру, посмотреть елочку. Время-то всего лишь 6 часов. 6 часов. А у меня уже никуда не хочу идти, никуда не охота ехать. Вот. Ну что, друзья, сейчас смонтирую видос и выложим его у себя на канал. Потом, возможно, посмотрю этот фильм «Последний богатырь». Вот. Такие дела. Новый год как-никак скоро. И автомобильный ароматизатор будет хорошим подарком, кстати, автовладельцу. Да и не автовладельцу. Но нужно понимать, что нужно покупать хорошие, лучшие автомобильные ароматизаторы. Вот. Этот автомобильный ароматизатор в качестве подарка я не рекомендую. Всем спасибо, всем пока. С вами был я, Евгений Шенц. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте лучшие автомобильные ароматизаторы. То есть тестируем все ароматизаторы, которые есть в продаже, которые находятся. Вот. И вот это слово «внимание» нам говорит, что покупать его не стоит. Все, друзья, пока. Хорошего вам настроения. Как-никак скоро Новый год. Решил повесить гирлянду на окно. Пусть будет прикольно. Что такое, что-то подзависло. Так вот. Красненьким цветом загорается. Вообще крутяк. Всем новогоднего настроения.